Как изменится ваша жизнь дальше? Давайте посмотрим вместе новый расклад Таро для мужчин. С вами Вика. И настраивайтесь, как всегда, на расклад. Загадывайте то, что вам бы хотелось. Давайте немножко помечтаем, да? Повитаем в облаках. Конечно же, не забывайте делиться этим видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. А пока, мои хорошие, давайте посмотрим, в какой же энергетике вы находитесь. А для записи на личный расклад и на диагностику негатива телефон под видео. Что-то как-то хреноватенько вам, ребятушки. И знаете, неважно, вот давно, либо же недавно у вас происходили неприятные события, вот как-то вы находитесь до сих пор под впечатлением. Что это за события? Это жизнь с чистого листа, да, уже заговариваюсь. Это ностальгия по прошлому. Кто-то из вас также скучает, переживает по поводу детей, да. Это может проиграться, когда женщина, допустим, бывшая жена, да, вам не дает видеться, не дает встречаться. Причем это тоже, если вы заметили, уже не один раз выпадало у нас в раскладах. Это ситуация, когда вы не отпустили свою боль. Давайте сделаем маленький такой опрос, мальчишки, как всегда, да. Напишите, вот вы реально находитесь под впечатлением, да, либо же вашего развода, я не знаю, там, переезда, вот тех глобальных таких событий, которые произошли в вашей жизни. И неважно, даже если они недавно произошли, хоть они давно произошли, осадочек-то может длиться у кого-то месяцами, у кого-то годами. Вот напишите, есть у вас ну, реально такой, то ли осадок, то ли под впечатлением вы находитесь, да. У кого-то это ступор может проиграться. Многие из вас живут воспоминаниями о прошлом, о былых каких-то временах, о том, как вам когда-то было хорошо. Вам бы кому-то однозначно хотелось даже вернуться в прошлое. Вы не отпустили, да, вот я не говорю, что все, это общий расклад, не забываем. Кому что подходит, переворачиваем под себя, да, у кого больше, у кого меньше срезонирует. То есть, знаете, вы многие, вот я все-таки склоняюсь, что многие ностальгируете по каким-то моментам. Кто-то ностальгирует о прошлой любви, да, может быть, о том, как когда-то у вас была счастливая семья. Кто-то ностальгирует, как бы это парадоксально не звучало, вы можете ностальгировать о своих каких-то доходах, достатках. Может быть, вы ушли с работы, но скучаете по прежней работе, потому что она была лучше, потому что она была по душе, потому что она была, может быть, даже более высокооплачиваемая. Мне показано, что, знаете, здесь собрались мужчины, хотя у меня и женщины немножко есть на канале, которые вот, ну, реально разбросаны по всему миру, да. И есть, которые живут очень-очень далеко, вот судя по звезде, да, что живете где-то даже на других континентах. Это может быть та же Америка, там Австралия, ну то есть это очень-очень далеко. Китай может быть. Отзовитесь, кстати, если кто-то живет на этих континентах и в этих странах. Канада, да, вот, ну почему-то мне идут эти страны, которые очень-очень далеко, да, и может проигрываться, что вы, находясь вот где-то там, далеко за границей, вы безумно скучаете по своим близким, по родным, которые остались вот у вас на родине. У кого-то это может быть вынужденный отъезд, переезд. Кто-то, кстати, поехал, потому что, может быть, вы поехали изначально туда по работе, да, кто-то, может быть, просто эмигрировал, и вы там встретили любовь, как-то вот решили осесть, остаться, да. У каждого это, конечно, будут свои причины, но то, что многие из вас там нашли любовь, кто уехали, это однозначно. Также мне показывают, что есть среди моих зрителей и военные люди, да, те, кто связаны с формой, с армией, те, кто находится там, где опасно и где горячо. Ребята, отзовитесь, если, ну, конечно, если это безопасно для вас. Ребята, которые находятся там, где горячо,
Но это вообще отдельная история. Знаете, у меня просто душа болит, а сердце плачет, когда я думаю о вас. Вот просто. Хочется всем вот просто сказать, берегите себя. Вот в любом случае берегите себя. Знаете, и то, что я вижу даже вот по картам, вам однозначно не позавидуешь. Вот то, что вы переживаете, ну и врагу не пожелаешь. Вам настолько тяжело сейчас. Вам настолько одиноко. А ведь в чем парадокс? Даже находясь там, где горячо, вам-то хочется тоже любви. Вам тоже хочется ласки, да, женской ласки, понятное дело. Вам хочется любить и быть любимым, но вы находитесь в такой ситуации, где, ну, не может быть полноценных отношений. Ну да, вы можете кататься, да, где-то у вас может быть женщина, но это немножко не то, да, вот эти вот редкие встречи, они не заменяют полноценного общения. И вы это прекрасно понимаете. То есть я бы сказала, что, может быть, даже те, кто связан с армией, с формой, но вы сейчас, наверное, находитесь, ну, реально в самом таком печальном положении во всех смыслах слова. Причем среди вас есть даже те, кто, может быть, знаете, вот почему-то мне идет такая печальная информация. Это ужасно, конечно, то, что я сейчас скажу. Но среди вас есть те, кто, может быть, даже сами туда попросились, туда, где горячо, потому что вы остались одинокими, потому что ушла женщина, потому что ушла ваша любовь, да? Но я имею в виду женщина, которую вы любили, потому вы попросились, да? Потому что уже все равно, что с вами будет. Зачем такая жизнь, да? Вот вы можете так думать. Это ужасно. И знаете, ребят, я бы сказала, что, ну, держитесь в любом случае, держитесь, мы за вас все молимся, мы за вас все переживаем, да, и берегите себя, еще раз говорю. Как-то грустно мне, знаете, сегодня какая-то грустноватая сигнификация. Что я могу сказать по поводу женщин? Смотрите, среди вас есть те, кто либо же, может быть, переписывается с женщинами. Это может быть женщина, да, однозначно, она либо же в другом городе, в другой стране. Это может быть женщина, которая даже вот находясь в вашей стране, там, где вы живете, даже если это в вашем городе, да, у кого как срезонирует, но вы к ней ездите. В принципе, вы понимаете, что вы начинаете влюбляться, да. Но опять-таки есть, конечно же, заядлые такие холостяки. Ну, такие разные категории, да, то есть я так слегонца задела эту тему, потому что у нас общий расклад, да. Я не скажу, что есть такие прям тотальные женоненавистники. Нет. Есть осадок, есть печаль, есть недоверие. Но есть все-таки, знаете, какая-то целеустремленность и какая-то надежда. Вы все равно будете двигаться вперед, как бы вам тяжело не было. И давайте разбираться, как же изменится ваша жизнь дальше, мои хорошие мальчишки. Я уже, знаете, я уже так к вам привыкла, мы уже с вами как будто такие добрые старые кореша, особенно кто мне часто пишет в комментариях, я уже вас всех люблю и обожаю. Ну, правда, за всех вас замуж не могу выйти, хоть вы меня и зовете, простите меня грешную. Итак, погнали. Так. Ну, что я могу сказать? Смотрите, мальчишки, я буду рассказывать разные ситуации. Опять-таки, вы под себя переворачивайте, что кому подходит. У кого-то из вас всплывет, да, всплывет, конечно, ассоциация не очень хорошая, но тем не менее, почему-то мне именно это слово пришло на ум. Знаете, вот тайное станет явным. У кого-то именно вот всплывет вранье. Как будто разрушатся ваши надежды, с чем связанные. У кого-то, смотрите, у кого-то могут рухнуть надежды, может быть, даже перейти на какую-то работу, либо же подработку взять. То есть здесь какой-то вот шухер-махер вскроется, какое-то вранье. Может быть, вы рассчитывали, да, вот вам пообещали, вот мы тебя берем на работу, либо же мы тебе еще дадим полставочки, да, ты поработаешь. Но, тем не менее, всплывет какой-то подвох. Либо же это будет неправда, и вам скажут, да нет, уже извини.
уже место занято, да, кого-то своего, может быть, взяли, либо же вы узнаете от других людей, что да нет, здесь кидалово, здесь могут говорить неправду, да, и то есть вы будете какой-то период разочарованы. Вот такой не очень хороший момент. Причем работа, о которой вы мечтали, работа, на которую вы надеялись, но это такое очень временное, это временное такое переживание, да, вот из-за вот этого момента. Поэтому вот совет даже от карт, денежки приберегите. У кого сейчас и так их не очень много, тем более если у вас на носу там увольнение, сокращение, либо же вы хотели уйти, а будет какой-то подвох, ну тем более деньги особенно сильно не тратьте, ну просто чтобы вы не остались вообще без гроша в кармане. Далее, кто-то из вас, да, вот холостяки, которые, может быть, даже уже решили крест на себе ставить, да, от которых вот, ну, мне показано, что у многих из вас ушла женщина. Либо же, знаете, это еще может проиграться не то, чтобы она вот лично ушла там и хлопнула дверью. Это может еще означать, что она виновница того, что вы расстались. То есть из-за нее вы остались холостяком, да? Так вот, мальчишки, что я вам скажу? Я сейчас вас, конечно, порадую. Может быть, кто-то верит, кто-то не верит, но это личное дело каждого, я уговаривать никого не собираюсь. Вы встретите новую любовь. Причем это будет любовь, как, знаете, вот встретились две половинки одного целого. Это любовь, когда вы будете, ну не просто как любовники, это будет ваш надежный друг, это будет любовница, конечно, это будет любимая женщина. Это будет такой тандем, это женщина-огонь. Вы посмотрите, у нас даже жезлы. Помимо того, что у вас мужская сила очень хорошая, и не надо мне рассказывать, что уже там Бобик сдох, уже все, уже кранты, уже будочка там уже зарыта и досками забита. Нет. У вас есть мужская сила, просто она, знаете, она как будто дремлет. Вот как в спячку Мишка зимой впадает, да? Точно так и ваша мужская сила. Потому что я уже не один раз говорила, если вот эта ваша мышца, так скажем, да, не дрессированная, какой-то длительный период. Даже если Бобик ваш не ручной, да, ну, может быть, у кого-то это так проиграется, даже если, ну, вы не хотите, чтобы Бобик был ручным, правда? Ну, все взрослые люди, поэтому уж простите, что я так сравниваю, чтобы было понятно. То тем более, да, вот любой орган, любая мышца, если он не тренирован, конечно, он будет впадать в спячку, он, ну, через какое-то время может даже атрофироваться, в конце концов. Но придет в вашу жизнь женщина, она придет не завтра, сразу говорю, потому что у нас паж пентаклей, а это, ну, это более медленная такая карта. Это значит, что, ну, немножко придется подождать, да. У каждого это будет свой срок, не нужно пугаться, это будет не 10 лет. У кого-то может быть несколько месяцев, у кого-то полгода, у кого-то год. Но это будет женщина-огонь. Даже у кого-то может проиграться, что она будет огненного знака зодиака. Это женщина потрясающая любовница, активная, страстная. Ну, то есть ваш Бобик точно с ней не заскучает. Это если коротко. Так, что еще вас ожидает, мои любимые мальчишки? Юридические какие-то дела будете решать? С чем связаны? С бывшей зазнобой. У кого-то проиграется, что, может быть, вы еще не до конца закончили свои какие-то вот эти вот разводные дела, да, вот алименты, там, дележка имущества, машины, квартиры и так далее. Конечно, будет бороться, конечно, нервы будет мотать, трепать. Знаете, у кого-то из вас даже проиграется, что вот вроде бы вы разошлись, но ваша вот эта вот зазноба, да, которую вы когда-то любили и которая превратилась, ну, реально просто в снежную королеву, она еще будет вас доставать под любыми предлогами. Есть все будет не так, особенно тех, у кого есть дети общие, да. Посмотрите, две карты у нас даже семейные выпали. И по поводу денег, и по поводу дележки будет доставать, и по поводу детей, каких-то недорешенных вопросов. Поэтому будьте готовы к такой вот битве с бывшей, да. Кто-то словесной битвой, кто-то будет в переписке, может быть, и там отфутболивать все вот эти ее гадости, да. Кто-то в жизни, может быть, куда подальше будет посылать.
Ну, а кто-то, может быть, и культурно, но пошлет, да? Поэтому смотрите, у кого проиграется вот именно такой момент, ну, что я вам могу сказать? Я просто могу вам только искренне посочувствовать, потому что когда бывшая начинает даже после того, что она натворила, да, а она вас просто разрушила. Вот она вас разрушила. Да, у кого-то уже раны затянулись, но после того, что она сделала, многие из вас вообще не хотят ее не видеть, не слышать. Но, может быть, из-за детей, из-за каких-то нерешенных именно юридических вопросов у вас еще, ну, придется терпеть какой-то период, и вам еще нужно набраться сил. Ну, что я вам могу сказать, ребят? Держитесь. Так, у кого-то из вас проиграется еще дорога. Ха-ха, нет, не проиграется. Видите, настолько, знаете, настолько важны каждая карта. Бывает, вытащишь одну карту, вроде бы шикардос, все классно, а вытаскиваешь следующие, и ты понимаешь, что информация кардинально меняется. Поэтому, ребят, кто хочет увлекаться Таро, я еще раз говорю, не зубрите каждую карту. Это так не работает. Нужно смотреть, какие карты, где, что вокруг, как сочетается и так далее. Поэтому смотрите, у кого-то из вас должна быть дорога. Может быть, вы ее запланировали. Может, кто-то в командировку собирался. Кто-то на отдых. Кто-то, может быть, там, я не знаю, с друзьями, с родственниками хотел поехать. Да куда угодно. У каждого по-своему это будет. Но вот как-то ваша дорога подзадерживается. У кого-то может проиграться, что она отложится на более поздний период, то есть не в те сроки, когда вы хотели. У кого-то она вообще отменится. Причем она может отмениться из-за женщины. Из-за женщины. У кого-то, кстати, может как раз проиграться та ситуация, что вы встретите вот эту свою новую любовь, и вам уже не захочется никуда ехать, потому что вам просто будет хотеться проводить время с этой женщиной. Вы будете на нее тратить деньги. Причем вы сами будете на нее тратиться. Не потому, что она просит, не потому, что она корыстная. Я знаю, многие из вас боятся этого. А именно потому, что вот настолько вам будет с ней классно, захочется самому просто звезды с неба доставать. Поэтому на поездку даже у кого-то может проиграться, что уже банально денег не останется, потому что вы их все растратите на женщину. Плюс, мои хорошие, у кого-то из вас может падать либо же брак, либо же даже вы захотите венчаться с женщиной. И неважно, это будет новая женщина, либо же та уже, с которой вы живете, потому что общий расклад не забываем. Далее, что еще хотела сказать? Также еще может проиграться, что кто-то из вас станет более, ну, может быть, воцерковленный, более верующий. Причем это случится как-то очень неожиданно. Это может быть отголосок, ну, такого не очень хорошего вашего внутреннего состояния. Понимаете? Вот как будто вас высшие силы приведут. Вот именно когда вам будет плохо, грустно, тоскливо, да, вот кто-то из вас однозначно захочет, ну, как бы обратиться туда, да, вот пойти к высшим силам, скажем, к нашим святым, и вы станете, ну, я бы сказала, даже, может быть, регулярно ходить даже в церковь. Поэтому смотрите, у кого как проиграется. Ну, давайте еще парочку штрихов. Будете за что-то бороться, что-то отстаивать, как будто один против всех. У кого-то может проиграться, что может быть на работе даже. Вот знаете, будете отстаивать свое мнение, свою точку зрения. Будет тяжело, будет непросто. Но вы-то человек такой упертый, да, вы пока своего не докажете, пока своего не добьетесь, вы не успокоитесь. Будет тяжело, будет очень непросто, но тем не менее... Я хочу предупредить, если у вас у кого на работе проиграется вот реально ситуация, что вы будете, вот знаете, как правдолюбы, вот буду резать правду матку и все равно, начальник, не начальник. Так вот, я вам хочу сказать, мои хорошие, не очень приятный момент. Если вы будете конфликтовать против начальства, ну реально можете остаться без работы. Вы сами видите, вот башня у нас есть. Поэтому будьте очень осторожны, потому что вы, товарищ такой колкий на язычок, вы любите правду, вы любите резать правду матку. Это с одной стороны хорошо,
Но с другой стороны, это чревато последствиями. И не забывайте об этом, мои хорошие. У кого-то из вас обнаружится магия. Ну, вернее, что вы обнаружите. Может быть, кто-то из вас диагностику сделает. Кто-то, может быть, даже ту же чистку пройдет. Да, чистку однозначно кто-то из вас тоже пройдет, потому что останется магия позади. Вы посмотрите. Причем любовная магия. Вот где собака зарыта. Смотрите, ребята, я сейчас обращаюсь к тем, кто реально подозревает на себе магию, либо же вы чувствуете, что вы не можете длительный период устроить личную жизнь, там, встретить женщину, либо же они очень быстро от вас уходят, как-то вот, ну, распадаются все отношения. Виновницей магия. Поэтому, если кто хочет ко мне обратиться, пожалуйста, всегда добро пожаловать. Телефон под видео. Но однозначно это нужно снимать. Потому что если вот вы это все оставите, да, особенно скептики, ну, я вам могу сказать, что вот вы будете вот так ограничены, так как эта женщина на этой восьмерке мечей. Ну, ограничены от женщин. Вот как будто такой, знаете, будет невидимый барьер, забор, как угодно называйте. Поэтому здесь нужна чистка, здесь 1000000%, что она нужна. Так, ну и напоследок, что-то я тяну последок, как-то мне не хочется от вас уходить. Давайте еще, что вас ждет. Не, ну то, что будет женщина в вашей жизни, это даже не обсуждается. Причем даже мальчишки, те, которые находятся там, где горячо, у вас как будто тоже, знаете, появится любовь. Несмотря на то, что вот вы там, где опасно, но новая любовь, и вы к ней будете ездить. Эта женщина может стать вашей будущей женой. Это ваша императрица. Это женщина, которая может вам родить деток в дальнейшем, да. Но, конечно же, ну такая дама, она так красивая, она интересная, ну во всех смыслах слова. Она будет очень такая умная, очень тонко будет вами управлять. Не бойтесь этого. Не бойтесь, это не в корыстных целях, это от большого ума, так скажем, да? Страстная, безумно страстная. Ребят, у вас вообще такой сексуально активный период у многих начнется. У многих, еще раз повторяю, потому что общий расклад. Поэтому, знаете, я бы сказала, что в большинстве своем этот период, ну вот ближайшие вот месяцы, может быть, да, это будет такой знаковый какой-то период, перемены, глобальные перемены, да, особенно в личной жизни. Это новый жизненный этап. У кого-то это даже переосмысление своей жизни, какая-то вот трансформация, когда вы почувствуете себя вообще другим человеком. Вы, знаете, вот почувствуете как будто внутреннюю мужскую силу, которая очень-очень глубоко дремала. Я имею в виду не ту силу, которая ниже пояса, о той силе я уже говорила, там тоже все будет хорошо, но именно как-то более себя увереннее почувствуете, да? Это, возможно, даже заслуга этой новой женщины, которая будет вселять в вас ту веру в себя, ту надежду. Это будет какая-то ваша такая, знаете, огромная поддержка и опора. Вот она своим хрупким таким плечом, она вас будет потрясающе поддерживать и, конечно же, любить. Поэтому ждите новый жизненный этап. Вот такой был сегодня у нас расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!